Во время сложного слушания маленькая девочка на трибуне подает сигнал своим собакам о помощи. Белый боксер реагирует немедленно, и судья спрашивает ребенка, не хочет ли она сделать небольшой перерыв. Но девочка и собака – потрясающая команда, и весь зал суда затаивает дыхание, пока она говорит. Зал суда был просторным и шумным, и маленькая Хана нервничала. Ее родители были прямо за ней, и она старалась дышать медленно. Она все еще не была уверена в причине, по которой ее вызвали, как сказал ей отец несколькими днями ранее. Она знала только, что все это началось 2 недели назад, в тот день, когда она оказалась лицом к лицу с незнакомцем, который пригласил ее запрыгнуть в его черный фургон. Он сказал ей, что у него на борту были щенки. Как бы сильно перспектива погладить щенков не заставляла ее желудок трепетать, Хана знала, что не может принять предложение незнакомца. Ее родители раз за разом говорили ей: «Никогда не следуй за тем, кого ты не знаешь». Когда мужчина все равно попытался схватить ее, в дом ворвался прохожий, кричавший так громко, что незнакомец запер дверь своего фургона и умчался. Позже в тот же день ее родители объяснили ей, что такое камеры видеонаблюдения и как они сыграли решающую роль, помогая полиции найти незнакомца в фургоне. Очевидно, она была не первым ребенком, которого он пригласил на борт, но она была одной из немногих, кто вырвался из его лап невредимым. И теперь люди хотели, чтобы она рассказала об их встрече в суде, где мужчина с молотком в руках решал, сколько лет незнакомец проведет в тюрьме. Теперь, в торжественном зале суда, Хана стояла перед судьей, ее маленькая фигурка была едва видна над свидетельской трибуной. Атмосфера была напряженной, насыщенной ожиданием ее показаний. Когда она вошла на свидетельское место, взгляды зала суда были прикованы к ней, пытливые и осуждающие. Она чувствовала на себе пристальные взгляды взрослых лиц, некоторые любопытные, некоторые строгие, совсем не похожие на те добрые глаза, к которым она привыкла. Затерянной в море взрослых лиц, маленькая Хана не могла избавиться от всепоглощающего чувства, что она не на своем месте, простой ребенок, попавший в ловушку сложностей взрослого мира. Честно говоря, она даже не понимала, почему мужчина со щенками в фургоне должен был сесть в тюрьму. Реальность зала суда оказалась гораздо более запутанной, чем она себе представляла. Она была всего лишь маленькой девочкой, неподготовленной к пристальному вниманию со стороны юристов, где каждое слово имело значительный вес. Столкновение между ее невиновностью и суровой реальностью ситуации в зале суда была напряженной. Несмотря на то, что она чувствовала себя неловко, она нашла в себе силы рассказать о действиях и словах этого человека. Ее мама и папа сказали ей, что незнакомец был подлым, и она им поверила. Они были взрослыми, и им было виднее, даже если она сама не понимала, из-за чего весь сырбор. Честно говоря, взрослые, плачущие в дальнем конце комнаты, были более чем немного тревожными. Мужчина, которого ее родители назвали ее адвокатом, посоветовал ей сосредоточиться на судье и игнорировать всех остальных во время выступления, но на середине своего рассказа она заметила знакомую фигуру, которая разрушила всю ее уверенность. В разгар судебного разбирательства тревога Ханы затуманила ее сознание, заставив забыть о том факте, что мужчина, который пытался схватить ее, присутствовал здесь. Теперь, когда она стояла на свидетельской трибуне, ее глаза осматривали комнату, и внезапное осознание поразило ее, как удар молнии. Там, напротив нее, стоял тот самый человек, который предложил показать ей своих щенков. Тяжесть момента легла на ее маленькие плечи, и волна вины сжала ее сердце. Действительно ли она хотела отправить этого человека в тюрьму? Время, казалось, замедлилось, когда взгляд Ханны остановился на мужчине. Его присутствие, мягко говоря, выбивало из колеи. Ее чувство вины превратилось в парализующую силу, приковывающую ее к месту. Зал суда, некогда служивший фоном для ее решимости в поисках справедливости, теперь превратился в пугающую обстановку. Взгляд мужчины был холодным и пристальным, заставляя ее чувствовать себя еще более встревоженной.
Это заставило ее застрять посреди собственной уязвимости, застигнутой в напряженный момент. Но как раз в тот момент, когда она была готова сдаться, желая, чтобы каким-нибудь волшебством она просто телепортировалась домой, в свою уютную комнату, произошло нечто неожиданное. Тишина была нарушена, когда в зале суда воцарилась тяжелая тишина. Двери зала суда со скрипом открылись. По залу пронесся коллективный вздох, и все взгляды обратились к неожиданному входу. В зале воцарилась тишина, когда величественная фигура вошла, привлекая внимание всех присутствующих. Вновь прибывший не был обычным посетителем. Это была собака, идущая целеустремленно. Зал суда, который обычно был местом порядка и регламентации, теперь мы стали свидетелями неожиданного перерыва, поскольку появление собаки внесло кратковременную паузу в разбирательство, создав перемену в атмосфере. Судья, присяжные заседатели и зрители переключили свое внимание на этого неожиданного гостя, задаваясь вопросом, что послужило причиной этого необычного вторжения. Дружелюбная собака направилась прямо к Ханне. Несмотря на возникшее напряжение, собака излучала спокойствие и уверенность в себе. Как будто Вселенная организовала это прерывание, чтобы дать передышку потрясенной маленькой девочке, стоящей на грани капитуляции. Собака, белый боксер по кличке Карл, остановилась рядом с Ханной. Ее глаза встретились с ее глазами, и, казалось, между ними возникло молчаливое понимание. Ханна, поначалу оцепеневшая от страха, почувствовала прилив уверенности, когда Карл прижался к ней. Крупный рост собаки и успокаивающее присутствие создавали щит, заставляя ее чувствовать себя в безопасности в пугающей обстановке зала суда. В тот момент, когда она осторожно погладила тело Карла, между ними возникла связь, негласный договор о том, что она не одинока в своей борьбе за справедливость. Неожиданный посетитель в зале суда был не просто собакой, он был собакой-терапевтом, обученной помогать детям в зале суда для несовершеннолетних. Однако у Карла было заболевание, которое делало его гораздо более особенным, чем любую обычную собаку-терапевта. Он был глухим, но это не было ограничением. Он был 65-фунтовым пятилетним белым боксером, обученным американскому языку жестов. Не для взрослых, а специально для таких детей, как Ханна, которым приходилось давать показания по сложным делам. Карл был участником кампании «Компаньоны замужества», программы, в рамках которой в залы судебных заседаний приводились служебные собаки для оказания поддержки юным свидетелям. Эти собаки были уникальны, они давали чувство защиты и комфорта детям, разбирающимся в проблемах правовой системы. Когда Ханна набралась смелости продолжить давать показания, стало ясно, что уникальность Карла выходит за рамки его роли собаки-терапевта. Его глухота, важнейшее качество в его работе, выделяло его из толпы. Карл не мог реагировать на шум в зале суда, что позволяло ему сохранять непоколебимую сосредоточенность на утешении и поддержке ее. Его глухота была не ограничением, а скорее силой, позволявшей ему выполнять свою роль с исключительной чувствительностью. Подготовка Карла к тому, чтобы он стал собакой-терапевтом, была немалым подвигом. Джанна Харт Риттенхаус, преданный своему делу тренер Карла, ранее помогла 3 боксерам стать собаками-терапевтами, но Карл представлял собой уникальную задачу. Он был первым глухим стажером Джанны, и ему требовался совершенно иной подход к обучению. Его не смутил нестандартный вызов, Джанна воспользовалась возможностью обучить Карла таким образом, чтобы использовать его уникальные качества. Она осознала, что его неспособность слышать команды можно превратить в преимущество. Обучение Карла стало творческим путешествием и адаптацией, где опыт Джанны как дрессировщика собак был подвергнут испытанию. В процессе обучения Карла Джанна придумала креативное решение, позволяющее преодолеть разрыв в общении, вызванный его глухотой. Осознавая необходимость специализированного подхода, она решила обучить Карла американскому языку жестов. С помощью этого визуального языка Джанна могла эффективно передавать Карлу команды, позволяя ему понимать их и реагировать соответствующим образом.
Боксер нашел свою цель в жизни, и она не могла не гордиться им больше, особенно потому, что его жизненный путь начался с огромного вопросительного знака над его маленькой головкой. Все началось со звонка, который Джоан Харт Риттенхаус получила от заводчика много лет назад. Заводчик, столкнувшись с маленьким глухим щенком, которому было всего 3 недели, оказался в затруднительном положении. Не зная, что делать с глухим щенком, они обдумывали радикальную меру – усыпить Карла. Однако, изменив свое мнение, они вспомнили Джоан, сердобольную любительницу собак, которая ранее спасла 3 собак породы боксер. Признавая преданность Джоан заботе о благополучии собак, заводчик решил обратиться к ней, а не предпринимать такой радикальный шаг. Когда Джоанне позвонили и сообщили о первоначальных намерениях заводчика подвергнуть Карла эвтаназии из-за его глухоты, она была глубоко опечалена. Неспособная представить себе такой исход под своим присмотром, она быстро приняла решение взять к себе невинного щенка. Она считала, что глухота Карла не была причиной для того, чтобы покончить с его жизнью. Вместо этого она увидела возможность дать ему цель, включив его в кинологическую программу, где его уникальные качества могли бы оказать положительное влияние. При поддержке друга-бихевиориста Джоанна с юных лет начала обучать Карла знакам. Она решила обучить его американскому языку жестов, на это решение повлияло ее участие в Национальной академии глухих. Несмотря на глухоту Карла, Джоанна верила в его способность учиться и адаптироваться. Тренинги стали совместными усилиями, и между Джоанной и Карлом установилась связь, основанная на доверии и понимании. Со временем Карл начал проявлять признаки работоспособности, несмотря на свое состояние. Его интеллект и стремление к обучению стали очевидны, и Джоанна увидела в нем проблески чего-то действительно особенного. Медленно и последовательно Карл овладел 10 языками жестов, продемонстрировав впечатляющие коммуникативные способности. Его владение американским языком жестов росло, достигнув удивительного репертуара из более чем 100 знаков, что свидетельствует о его интеллекте и терпеливом и преданном руководстве Джоан. Путь Карла выходил за рамки простого обучения. Он показал себя исключительным специалистом по работе с детьми. Его посещения Академии глухих выявили глубокую связь с детьми с особыми потребностями, привлекая его к таким же инвалидам, как и он сам. Успокаивающее воздействие Карла на детей стало очевидным, и его присутствие приносило чувство комфорта и радости тем, кто больше всего в этом нуждался. Хотя все собаки-терапевты проходят специальную подготовку и должны быть зарегистрированы в группе собак-терапевтов, не все из них подходят для уникальных условий в здании суда. Чтобы стать функциональной собакой-терапевтом в здании суда, собаки должны проявлять исключительную жизнестойкость и адаптивность. От них требуется ориентироваться в среде, наполненной шумом и многочисленными видами деятельности, оставаясь при этом собранными и сосредоточенными. Проблемы, с которыми сталкиваются эти собаки, значительны, требующие такого уровня самообладания, который отличает их от коллег. В случае Карла его глухота оказалась удивительным преимуществом для работы. Типичная обстановка в зале суда, часто наполненная непредсказуемыми шумами и отвлекающими факторами, не представляла угрозы для сосредоточенности Карла. Равнодушный к суете, его способность оставаться спокойным и внимательным стала отличительной чертой преимущества. Более того, внушительные размеры Карла еще больше подчеркивали его пригодность для этой роли. Его рост обеспечивал обнадеживающее присутствие, выделяя его среди собак-терапевтов как идеального кандидата на ответственную работу в здании суда. Качества Карла стали особенно важными в случае Ханны. Как только Карл продемонстрировал свое ласковое и дружелюбное поведение, Ханна почувствовала вновь обретенное чувство безопасности. В моменты дискомфорта Карл нежно клал на нее лапы, не сводя с нее глаз, как бы передавая молчаливое послание, подбадривая ее, заверяя, что у нее все хорошо и все будет хорошо. В разгар дачи показаний Ханны судья первоначально рассматривал возможность приостановить разбирательство, чтобы дать ей перерыв.
Однако с появлением собаки его точка зрения изменилась, и Карл оказался рядом с ней в качестве эмоциональной поддержки. Ханна нашла в себе мужество подробно рассказать о своих показаниях. Затем пришло время ответить на вопросы адвоката-незнакомки. Ханна была подготовлена своим собственным адвокатом, но когда мужчина спросил ее, действительно ли она думает, что незнакомец в фургоне был злым человеком, у нее не нашлось слов. Ее родители объяснили ей, что мужчина солгал, когда упомянул щенков. Он только хотел, чтобы она забралась в его фургон, чтобы он мог увезти ее навсегда. Вот почему другие взрослые в комнате плакали. Их дети без колебаний запрыгнули в фургон, взволнованные мыслью о том, чтобы погладить милых собачек, и так и не вернулись домой. Она не знала, куда их привез незнакомец, и не была уверена, что когда-нибудь захочет это узнать. Что-то внутри нее подсказывало ей, что это действительно страшное место, о котором она даже думать не хотела. Когда адвокат надавил на нее, маленькая Ханна замерла. Она была достаточно взрослой, чтобы знать, что такое тюрьма, и на самом деле не хотела, чтобы незнакомец оказался там. Но она также понимала, что от нее зависит безопасность других детей. Ей просто нужно было набраться смелости сказать адвокату, что его клиент был лжецом, и это сделало его подлым. Но смелости нигде не было видно. И незнакомец, и его адвокат смотрели на нее так, словно ожидали, что она споткнется на своих словах и допустит ошибку. И она была напугана. В момент уязвимости она быстро подала знак Карлу, который в ответ подошел и сел рядом с ней. Она встречалась с собачкой всего один раз и знала, что его присутствие принесет ей комфорт и безопасность, необходимые для решения предстоящей сложной задачи. Как только собака отреагировала, положив передние лапы ей на колени, судья прочистил горло. Родители Ханны сказали ей, что зал суда – это торжественное место, где запрещены игры и шутки, и она беспокоилась, что разозлила судью своей просьбой о помощи. Она повернулась, чтобы посмотреть на него, но он наблюдал за ней с нежной улыбкой. «Если тебе нужно еще немного времени, чтобы подумать, мы можем ненадолго остановиться», – сказал он. Вокруг них воцарилась тишина, поскольку все в комнате ждали ее ответа. Ханна была бы рада передохнуть, но она также знала, что если она остановится сейчас, это испытание продлится намного дольше, чем она сможет переварить. Итак, она покачала головой, проводя пальцами по шерсти Карла, черпая силу в этой связи. Молодая девушка нашла в себе мужество сказать правду. Рядом с Карлом она давала показания с вновь обретенной силой, успешно справившись со всем процессом без проблем. Когда-то наполненный напряжением и неуверенностью зал суда стал свидетелем переломного момента. Стойкость Ханны вкупе с успокаивающим присутствием Карла привели к прорыву. Борьба за справедливость достигла своего апогея, когда человек, причинивший ей зло, был признан виновным и ему было предъявлено обвинение в соответствии с законом. Дело Ханны было лишь одним из примеров, когда Карл продемонстрировал свои замечательные качества поддержки, защищенности и товарищества в судах по делам несовершеннолетних. Другие дети, очень похожие на Ханну, верили, что у них с Карлом есть сверхсекретный код. Эта особая связь позволяла им привлекать его на свою сторону, обеспечивая источник комфорта и уверенности. Присутствие Карла во многих случаях спасало положение, превращая собак-терапевтов в залах суда. Это очень поощряется, особенно для молодых жертв, которые должны давать показания. Все ожидали, что Карл получит похвалу от своего владельца, но никто не ожидал того, что произошло сразу после суда. История Карла, Ханны и его замечательной поддержки молодой девушки распространилась в интернете со скоростью лесного пожара, охватив миллионы людей по всему миру. Эта трогательная история нашла отклик у людей во всем мире, а внимание к Карлу вновь привлекло внимание к программе K9 Circuit. Положительное влияние собак-терапевтов, таких как Карл, на обеспечение поддержки и комфорта детям во время испытаний, стало широко известной концепцией. После завершения испытаний Карл продолжил свою неоценимую роль, предлагая постоянную поддержку детям, которые давали показания.
Вопреки ожиданиям, он не отошел на второй план после окончания судебного заседания. Он постоянно присутствовал в жизни этих молодых людей, оказывая им поддержку не только в зале суда, но и в повседневной жизни. Не подозревая о мировом признании, которое он получил, Карл продолжил свой жизненный путь, добросовестно выполняя свою роль собаки-терапевта. Его инвалидность не мешала ему обеспечивать комфорт и дружеское общение. Он подходил к каждому дню с одинаковой самоотдачей, доказывая, что даже с ограниченными возможностями человек все равно может оказать глубокое влияние. Поскольку история Карла и Ханны продолжала распространяться в интернете, в центре внимания оказались не только они, но и вся команда собак-терапевтов. Каждая со своими уникальными качествами и вкладом. Коллективное воздействие этих собак продемонстрировало важность собак-терапевтов в различных условиях, не ограничиваясь залами судебных заседаний. И внезапно тысячи людей по всему миру начали призывать к использованию собак-терапевтов во всех областях, твердо веря в их полезность. Были внедрены новые программы дрессировки, и еще больше собак, нуждающихся в цели в жизни, нашли утешение как у взрослых, так и у детей. С годами, по мере развития программ, количество собак-терапевтов росло, что позволяло им охватывать и помогать большему количеству людей, чем когда-либо прежде. Карл, будучи одним из пионеров, проложил путь для других программ по всей стране по оказанию помощи детям, которые должны давать показания. Его влияние распространилось далеко за пределы одного зала суда, став маяком для других сообществ, стремящихся реализовать аналогичные инициативы. В глубоком смысле победа над несправедливостью стала возможной в немалой степени благодаря одному глухому ПСУ-терапевту по кличке Карл. Его присутствие, наряду с коллективными усилиями программы «Собака-терапевт», стало символом стойкости, поддержки и справедливости для тех, кто больше всего в этом нуждался. Какая трогательная история! Вы когда-нибудь находили утешение и поддержку в домашнем животном? Поделитесь с нами своим опытом в разделе комментариев ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.